приготовим мясные пальчики. Свинину нарезаем небольшими ломтиками, толщиной примерно 1,5 сантиметра. Солим одну и другую сторону и перчим. Мясо кладем в обычный полиэтиленовый пакет и отбиваем с 2 сторон. Для фарша я перекрутила через мясорубку телятину и куриное филе, посолила и поперчила. Плавленый сыр нарезаем брусочками. На каждый ломтик свинины кладем фарш, распределяем. Затем плавленый сыр и сворачиваем рулетом. Так делаем все остальные. Рулеты обвязываем кулинарной ниткой. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем до румяной корочки. Затем перекладываем на тарелку и даем немного остыть. Снимаем нитки. Рулеты заворачиваем плотно в фольгу. Края скручиваем, как конфеты. Выкладываем на противень и ставим запекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов 30-35 минут. Мясные рулеты получаются очень нежные, сочные и изумительно вкусные. Вместо плавленного сыра можно использовать твердый сыр. Замечательно подойдут для любого праздничного стола, а готовятся они очень просто. Попробуйте приготовить. Вкусные и красивые бутерброды, которые подойдут для любого праздничного стола. В миску кладем рыбные консервы, у меня сардина в оливковом масле 240 грамм, но можно использовать любую другую рыбу по вашему вкусу и разминаем вилкой. 2 вареных яйца делим на белки и желтки. Желтки натираем на мелкой терке. Также на мелкой терке натираем белки и 1 маринованный огурец. Добавляем к рыбе. Заправляем майонезом 1 столовая ложка и перемешиваем. Ломтики багета или батона обжариваем с одной стороны и намазываем подготовленным паштетом. Выкладываем на блюдо, украшаем желтком и укропом. Получаются очень вкусные и красивые бутерброды. Подойдут для любого праздничного стола. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусную и ароматную закуску из помидоров. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Перекладываем в глубокую миску. 600 грамм помидоров разрезаем пополам, если они мелкие, а если покрупнее, то на 4 части. Добавляем к луку. Произвольно нарезаем сладкий перец. У меня он мелкий, поэтому я взяла 2 штуки. Острый перчик без семян. И 2 зубчика чеснока.
В чашу блендера перекладываем подготовленные овощи и зелень. Добавляем 3 столовые ложки подсолнечного масла, 1 столовую ложку 9% уксуса, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли. И все измельчаем в однородную массу. Помидоры с луком заливаем маринадом. Перемешиваем. Кладем в холодильник минимум на 30 минут, но лучше на 4-5 часов. И можно подавать. Получается невероятно вкусная и ароматная закуска из помидоров. Обязательно попробуйте приготовить. Закусочные тарталетки с семгой и с сыром. 50 грамм семги нарезаем очень мелкими кусочками. Перекладываем в мисочку. Добавляем сливочный сыр. Такой сыр хорошо сочетается с красной рыбой. Перемешиваем. Добавляем чайную ложку мелко нарезанного укропа. Еще раз хорошо перемешаем. Посолим и поперчим по вкусу. Берем кондитерский мешок с любой насадкой. Перекладываем в него нашу массу. Берем тарталетки, у меня уже готовые, и выкладываем массу в тарталетки при помощи кондитерского мешка. Оставшуюся семгу нарезаем тонкими полосочками и сворачиваем в форме розочки. Выкладываем в тарталетки, слегка уплотняя. Украшаем веточкой укропа. Вот такие получаются праздничные, очень нежные, вкусные тарталетки с семгой и с сыром. Готовим сочную, ароматную и очень вкусную закуску. 500 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам, а затем нарезаем пластинками. Кладем в кипящую подсоленную воду, доводим до кипения и варим 7-8 минут. 600 грамм моркови натираем на терке для корейских салатов. Грибы сварились, сливаем воду и перекладываем на тарелку, чтобы остыли. К моркови добавляем 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 1 столовую ложку без горки молотого кориандра, 1 чайную ложку сладкой паприки, 1 чайную ложку смеси перцев, пол чайной ложки красного молотого перца, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 3 столовые ложки 9% уксуса. В сотейник наливаем 100 мл подсолнечного масла, разогреваем примерно до 100 градусов и выливаем на специи. Хорошо перемешиваем, чтобы все специи равномерно распределились. Добавляем грибы и еще раз хорошо перемешаем. Накрываем пленкой и ставим в холодильник минимум на 3 часа, лучше на ночь. Получается сочная, ароматная и очень вкусная закуска. На каждый день или праздничный стол без всякого сомнения приятно удивит ваших родных и друзей своим замечательными вкусовыми качествами. Готовим очень вкусный, сочный и нежный печеночный торт. 500 граммов говяжьей печени помыть, удалить пленку и желчные протоки. Кладем в чашу блендера, добавляем 150 граммов сала и перебиваем блендером в однородную массу. За счет того, что печеночные блинчики добавляем сало, они получаются очень нежные. Перекладываем в большую миску.
Добавляем 5 яиц. Вливаем 200 мл молока. Перемешиваем венчиком. Всыпаем 130 граммов муки. Солим по вкусу. И хорошо перемешиваем. Сковороду разогреваем, смазываем слегка подсолнечным маслом, наливаем тесто на сковороду и жарим с двух сторон. Далее сковороду маслом смазывать не нужно. Получилось 11 блинчиков. Диаметр сковороды 22 сантиметра. Теперь пусть блинчики остывают, за это время приготовим начинку. Мелко нарезаем 2 репчатых лука. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до прозрачности. Одну большую или 2 маленьких моркови натираем на мелкой терке. Добавляем морковь к луку и жарим до готовности. Затем перекладываем на тарелку, чтобы быстрее остыло. В 250 граммов майонеза добавляем остывшую морковь с луком и хорошо перемешиваем. Теперь собираем торт. На печеночный блинчик кладем 1 столовую ложку начинки и распределяем. Так как в блинчиках присутствует сало, начинки много не нужно класть. И далее чередуем блинчики и начинку. Сверху посыпаем зеленью, у меня укроп, и ставим пропитаться в холодильник часа на 2. Сейчас я покажу, как торт выглядит в разрезе. Печеночный торт получается очень вкусный, сочный и нежный. Готовлю по этому рецепту уже много лет. Пробовала приготовить без сала, ни мне, ни моей семье не понравилось. Получается какой-то сухой, и начинки требуется намного больше. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам тоже понравится. Готовим нежнейший рулет из омлета с сырной начинкой. 4 яйца делим на белки и желтки. К белкам добавляем пол чайной ложки соли и взбиваем в крепкую пену. Белки хорошо взбились. К желткам добавляем 125 граммов майонеза, взбитые белки и перемешиваем венчиком. Форму для выпекания. У меня размер формы 23 на 35 сантиметров. Можно использовать форму большего размера. Застилаем бумагой для выпечки. Пергамент должен быть очень хорошего качества. Смазываем его подсолнечным маслом, выливаем яичную массу в форму, разравниваем и ставим выпекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов 15-20 минут. За это время приготовим начинку. На мелкой терке натираем 200 граммов твердого сыра и 1 плавленый сыр. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. К натертому сыру добавляем укроп, 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, 100 граммов майонеза и перемешиваем. Начинка готова. Достаем омлет из духовки, даем остыть минут 10-15. И распределяем начинку по всей поверхности омлета.
При помощи пергамента сворачиваем в рулет. Рулет можно подавать и сразу, но я обычно заворачиваю в пленку и кладу в холодильник минут на 30. Рулет получается невероятно нежным и вкусным. Он просто тает во рту. Готовится просто и быстро. Замечательно подойдет для любого праздничного стола. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусную закуску – рулет из лаваша. Мелко нарезаем 300 граммов шампиньонов. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до испарения жидкости. Затем солим и перчим по вкусу. Перемешиваем, снимаем с огня и даем остыть. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. 100 граммов твердого сыра натираем на мелкой терке. 3 вареных яйца делим на белки и желтки. И по отдельности натираем на мелкой терке. Для этого рецепта желательно, чтобы лаваш был метровый по длине. Но сегодня я не смогла такой купить, поэтому буду соединять 2 лаваша. Берем один лаваш и смазываем его майонезом, отступая от одного края 2 см. И отмеряем примерно 25 см. Просто когда лаваш целый, проще, делим его на 3 части и все. Теперь ширину лаваша, где отмеряли 25 см, визуально делим на 3 части и кладем белки, желтки и грибы. Накрываем начинку лавашом. Берем второй лаваш и прикрываем немного внахлёст. Смазываем майонезом. Посыпаем тертым сыром. И укропом. Накрываем лавашом. Подвернем край, чтобы начинка не высыпалась. Лишний лаваш обрезаем. И сворачиваем в рулет. Заворачиваем в пленку и кладем в холодильник часа на 2-3 пропитаться. При подаче нарезаем на порционные кусочки шириной 2-3 см. Такой рулет вкусный как в холодном, так и в горячем виде. Его можно подавать как холодную закуску, а можно поставить на несколько минут в духовку, сыр расплавится и будет тоже очень вкусно. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам тоже понравится. Готовим очень интересный салат «Азия». Лук нарезаем полукольцами. Кладем в миску. Добавляем сахар, соль, уксус, и холодную воду. Хорошо перемешаем
и оставим на 30 минут мариноваться. Количество ингредиентов для маринования лука смотрите в описании под видео. Морковь натираем на крупной терке или на терке для корейской моркови. Морковь кладем на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем 1-2 минуты. Затем добавляем томатный соус. Перемешаем и тушим 3-4 минуты на среднем огне. Затем снимаем с огня и даем остыть. Говядину я отварила с добавлением лаврового листа, черного и душистого перца горошком и соли. Затем остудила и нарезала соломкой. Мясо кладем в салатник. Соленые или маринованные огурцы нарезаем соломкой. Добавляем к мясу. Лук, предварительно слив в маринад, также добавляем в салатник. Морковь кладем. Солим по вкусу. Перчим. Выдавливаем зубчик чеснока через пресс. Хорошо перемешаем. Даем настояться салату 30 минут и подаем к столу. Салат получается невероятно вкусным, готовится очень просто и к тому же без майонеза. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептами, смотрите другие наши видео.